Красота понимается исключительно как белая красота. Щеки, глаза, нос, Профиль. профиль, фигуры, да, никаких волос ниже ресниц, да, кажется, это так говорится. У тебя должен быть педикюр, укладка, реснички. Мне казалось, что продавщицы злятся на меня за то, что я не влезаю, на XS, S. Да, заходишь в Инстаграм к любому пластическому хирургу, он такой: мы вам сделаем евровеки. И ты себя ощущаешь какой-то квартирой, которой нужен евроремонт, Евростандарт. после которого в тебя заселятся вот эти элитные, да, жильцы, и ты наконец-то станешь там на рынке, у тебя поднимется, да, твоя ценность. Да. Мужчины говорят, мы любим естественную красоту, но при этом под естественной красотой они понимают полностью эпилированное тело, губы, вот макияж нюд, тон на лице, легкие там реснички. Я такая: о, я буду твоей первой. Будешь потом хвастаться своим Да, корешам. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет, с вами подкаст «Одеколон», меня зовут Алия, и сегодня мы с нашими классными собеседницами будем разговаривать на тему красоты. Мы подробнее сейчас, развернем эту тему. Пока что давайте я предоставлю вам каждое слово, чтобы вы могли себя сами представить так, как вам комфортно. Да, меня зовут Рахат, я журналистка, художница современного искусства и публицистка. Всем привет, меня зовут Айсулу, я из Казахстана, города Алматы, я работаю в медиа, и мы сейчас с моими коллежанками делаем подкасты о культуре и истории Казахстана. Меня зовут Эржен Ардени, я из Бурятии, занимаюсь активизмом и журналистикой. Давайте тогда сразу начнем и будем говорить про то, какие вообще в мире существуют вот эти конвенциональные стандарты красоты и как они на каждую из нас в течение всей нашей жизни повлияли, с чем мы вообще сами столкнулись. Давай, Режен, сразу с тебя начнем, потому что до того, как мы начинали запись, ты как раз рассказывала про свой опыт, и он мне показался очень важным, и вот мы потом вокруг этого с вами и построим нашу дискуссию. Да, к сожалению, в нашем мире, в котором мы варимся в наследии колониализма, красота понимается исключительно как белая красота. И это те реалии, с которыми мне пришлось жить всю мою жизнь, начиная с детства. Я вот очень помню, что до 27 лет я считала себя такой очень некрасивой, и я хотела сделать операцию на глазах, чтобы мои глаза были больше. И я стыдилась своих волос на руках и ногах, потому что они были черными и ярко так выделялись. И я помню, что я покупала все возможные средства для эпиляции, как только они появлялись. И на это я потратила огромную кучу денег. И также я уже приглядывалась к ценам на операции на глазах. И вот только после того, как я пришла в феминизм, я поняла, что причина вот моей такой вот сконцентрированности на этом — это то, что мы живем в обществе, в котором транслируются идеалы вот такой белой красоты. Я могу сказать пока то, что, наверное, пришло в голову. В общем, мне было 8, когда я стала выглядеть отлично от нормы, мне кажется, потому что, в общем, у меня обнаружили палочку Коха, помните, у нас делали манту в школе, плановые, и оно мне разрасталось вот так вот, на всю руку. И потом меня отвели в туб-диспансер, сказали: вот у вас палочка Коха, и начали давать гормональные таблетки в большом объеме, и я 8 лет начала пить большой гормональный курс, и резко я пополнела. То есть я до этого у меня не было избыточного веса. И в тот же год, я помню, у меня обнаружили, что у меня плохое зрение, и я начала еще носить очки. И вот, мне кажется, я тогда стала таким комочком. Я помню, мне кажется, подбор одежды на Дурдое, ты едешь, вы знаете, наверное, Да, самый тоже большой. ездили из Алматы многие на Дурдой. То есть мы с мамой едем на Дурдой, и там
ну вот есть ряды обычные, да, там, где вот производство гончо Китай, там, мы всегда искали для меня Турцию, и я помню, для меня это даже такая, знаете, каноничная фраза, там, стретч тянется, да. И Китай маломерит. Да, Турция, да, стретч тянется, мы всегда, Турция, как бы производство Турции подороже, и часто вот, то есть мне там, не знаю, например, 13, да, 14, но мне приходилось часто одевать, ну, или подбирать такую одежду для иджешек, да, у меня стиль такой был, вот я же говорю, как Болджурова, да, я такая немножко, вот, это у нас судья так. Вот. Я прям помню эти холодные контейнеры Дордоя, вот на коробочке, вот это тебе нужно примерять, и мне всегда, мне кажется, в этом есть какое-то параноидальное начало, мне казалось, что продавщицы злятся на меня за то, что я не влезаю, ну, XS, S, я не помню, была ли тогда такая линейка, или там 30, ну, вот в таком измерении, но это со мной долго сидело, мне кажется, что они действительно злились, некоторые даже цокали, да, что когда что-то не вмещаешься. И, например, чтобы вот с одеждой пройти, ну, относительное, наверное, освобождение, это случилось позже, когда уже появились примерочные, да, вот ты сама там можешь брать, что хочешь, там, вообще закрываться, потому что раньше вот даже мне было, наверное, ну, это я была же прям очень глубоким подростком, да, то есть говорить там что-то там, например, я не знаю, какой там размер, ну, там, скажем, и L, да, вот это L, это уже, это было такое, и вот когда я сама с собой осталась, потом я уехала еще там учиться, да, и уже там мама не влияла, то есть когда создалось некое интимное пространство, где есть я, там, вот, тело, вот тогда немножко вот, вот это вот то, что тянулось, оно как будто бы стало уходить. И второе, пока то, что мне пришло в голову, мне кажется, что в принципе женщины, они представлены как субнабор такой, да, то есть вот есть все органы у тебя поделены, вот, начиная от процедур, да, то есть на каждую часть у тебя есть ряд процедур, и вот даже реклама, как она, там реклама колготок, там будет только ноги, да, или там I'm your Venus, вот, там только ноги есть, вот есть ноги женщины, потом есть вот в языке, да, там ты любишь жопу либо сиськи, да, вот ты должен выбрать что-то, что вот такое. В принципе, в целом у медицины есть такое отношение человека, когда он устукан, да, вот такой, вот, мы лечим, например, только эту часть, или вот это, то есть ты целостно не воспринимаешься. Если тебе самой, там, например, тебе сказали, или что-то, какая-то часть не нравится, то вот это вот у тебя будет невротизация в этой точке, да, например, там, мисалычи. И в рекламе это очень представлено. И у нас вот, например, я перемещаюсь по Бишкеку только пешком. Вот, и у меня есть неформальное, да, такое исследование, и Бишкек, очень Бишкек. И я очень много смотрю ну, на вот эти вывески, вообще на публичный текст. И там вот эти вот очень много, самое распространенное типа городского заведения, это салоны красоты. Да, и, ну, и обменки, потом аптеки, например. И салоны красоты часто, вот, ну, которые скромные, скажем, у которых нет бюджета, у них всегда на афише очень, в последние годы только я замечаю, что стали кыргызские имена, во-первых, появляются, например, там, вот я покрасилась в Караколе, да, в салоне Айтолкун там, или Айтунук. Это стало постепенно появляться. Раньше там только были Ксюша, Венеция, Елизавета, да, либо там Жаклин, например, да, что-нибудь такое, либо там Perfect, ну, что-то вот такое, и чтобы там салон Айпери тоже они были, но на них тоже вывеска, там, например, салон Айпери, и вот такое, знаете, там, ну, из журнала как будто вырезали такой плакат. Европейская женщина на тебя смотрит и такая, приходи к нам, и ты станешь такой, да? Да, причем это очень скромные баннеры распечатаны, там видно, что как бы без бюджета, да, но вот я думала всегда, почему, ну, как, это так интересно, что там никогда нету. И, в принципе, в такой дорогой рекламе тоже у нас продакшены, да, только, или они всегда смешивают, да. Кыргызские лица стали появляться, например, в кыргызской рекламе, но вот так вот немножко смешно. Но эти кыргызские лица тоже, да, они очень сильно подогнаны да, ну вот под эти стандарты. Да, и у нас есть, например, две иконы, там мужская и женская, да, вот, типа самые красивые кыргызы. Это опять-таки вот первые типа кыргызские актеры и первые кыргызские актрисы. Это вот у нас Татбүбү Турсунбаева, она тоже выглядит симпатично, да, по общему. И Сюмёнкул Чокморов, да, там никому не важно, что он еще был художником, да, что у него какие-то поиски. Он как бы вот
у нас за красоту отвечает. Вот ты же как раз сказала про разрез глаз. Да. Это очень актуальная, мне кажется, тема для всех нас в нашей стране. Мы до этого тоже говорили, да, что вот блефаропластика, это называется евровеки. Да, заходишь в Инстаграм к любому пластическому хирургу, он такой: мы вам сделаем евровеки. И ты себя ощущаешь какой-то квартирой, которой нужен евроремонт, евростандарт, после которого в тебя заселятся вот эти элитные, да, жильцы, и ты наконец-то станешь там на рынке, у тебя поднимется, да, твоя ценность. Акции. Да. Еще мужчины говорят тюнинг. Да, да. Тюнинг. Про модификации с телом, с внешностью. Натюнингованные. Да, они уничижительно говорят о женщинах, что это тюнинг. Да, а еще говорят фасад. Еще фасад, да. За красивым фасадом. Ага, штукатурка. Ну вот то, что вот Рахат вы сейчас сказали, очень мне напомнило вообще мое тоже и детство, и подростковый возраст, потому что я, в принципе, всегда была высокой, всегда была крупной, там, не знаю, с весом, которого, например, не было у моих одноклассниц, да, и плюс ко всему, в довесок к этому, у меня еще большой размер ноги, и это для меня всегда было большим источником для неуверенности, для переживаний, потому что мы тоже покупали мне одежду и обувь на барахолке в Алматы. И да, я тоже знаю вот это вот из Турции кожа натуралка или, например, китайская маломерит. Это так все знакомо, потому что мы могли часами просто ходить из ряда в ряд, из контейнера к контейнеру в поисках обуви, которая бы мне подошла. И я очень хорошо помню, что я так уставала от этого, что и мне, естественно, хотелось выбирать ту одежду, обувь и одежду в том числе, которая мне нравится. Просто с одеждой чуть легче было. Мне хотелось покупать то, что мне нравится, а не то, что подходит по размеру. Иногда я просто закрывала глаза, потому что я знала, что вот больше вот нету. Потому что мы старались, естественно, искать типа Турция, потому что у них размерная сетка чуть побольше. Но все равно очень часто я покупала обувь, которая мне жмет. И вот этот постоянный дискомфорт, он всегда был со мной. И это еще полбеды. Вторая часть заключалась в том, что я сталкивалась с тем, что люди вокруг меня, это в первую очередь, и мне кажется, что это только были, помимо продавцов, скажем так, да, и производителей обуви, это были члены моей семьи, мои родственники, которые иногда на каких-то семейных сборищах, куда ты ходишь ребенком, естественно, вместе со своими родителями, они иногда акцентировали какое-то нежелательное внимание в районе моих стоп. И я очень хорошо помню, и вообще, как бы, да, чем более фактап твое детство, да, тем больше ты помнишь вот таких моментов. Я помню, один момент был, где почему-то за столом начали обсуждать мою обувь, мои ноги. И я не знаю, зачем это было нужно. Я сейчас, будучи взрослой, у меня уже свои племянники, да, есть, я не могу ответить на этот вопрос, для чего вообще на свете вы решили вдруг об этом поговорить, будучи взрослыми людьми. Они тогда были старше, чем я сейчас. У меня вообще в голове не укладывается. Для них это вообще нормально было. Да, они просто начали меня шеймить. А это то, на что я никак не могу повлиять. Я не могу изменить размер своей ноги, я не могу изменить свой рост. И это так для меня было травматично. И один-единственный человек, это моя двоюродная сестра, она сказала: ну, Айсулу высокая, ей нужно стоять на ногах уверенно. Классно. И я потом, вот, наконец-то я смогла ответить на этот вопрос. Но эти штуки, они все еще как бы чувствительны для меня. Я даже прямо сейчас это чувствую. Но очень много времени и какой-то вот этой умственной постоянной работы приходилось делать для того, чтобы преодолеть вот эти абсолютно ненужные комментарии, да. Я единственное, что вот я как бы сейчас выросла, я сама полностью покупаю себе одежду и обувь, и я никогда не покупаю обувь в магазине. Я ее заказываю онлайн, чтобы вот максимально просто обезопасить себя вот от этого. Нет размера, кто-то посмотрит, кто-то что-то скажет, да. Я просто заказываю онлайн в европейских магазинах, беру обувь, и всегда как бы она мне подходит.
Но это такой отпечаток на мне оставил прям. Да, вот это про размер ноги так откликается, что вот есть такое какое-то ожидание от тебя, что у тебя ножка должна быть миниатюрная, ты же девочка. Ты же девочка, и да. пальчики должны быть тоненькие, длинненькие, типа ты же девочка. И у меня всегда вот с пальцами рук и ног, и с моим размером ног всегда были тоже проблематичные отношения. Я считала, что у меня супер толстые, страшные руки, там большие пальцы на ногах огромные, типа я такая, у меня пальцы как лопаты, я стеснялась открытую обувь носить. И вообще вот этот размер, когда вот зашкаливает уже за 39, да, размер типа 40 и выше, все, короче, это уже тебе стыдно вслух произносить размер своей ноги, потому что ты в глазах этих людей видишь какой-то типа вот такой молчаливый ужас. Я помню, как у меня, допустим, всю мою взрослую жизнь у меня был размер ноги 39, я еще себя более-менее типа, 39, да, и вот когда я своего второго ребенка родила 3 года назад, у меня размер ноги увеличился на 1 размер, я теперь ношу 40-й размер. Я себя до сих пор часто ловлю на том, что когда я говорю 40, мне так некомфортно, вот физически я ощущаю, что вот у меня рот чуть ли не кривится, и мне вот столько стыда в этом, когда я говорю, когда просят, вам какой размер, я говорю, 40-й. И вот извиняющимся тоном я прошу 40-й размер, я себя до сих пор на этом ловлю и думаю, господи, насколько это глубоко во мне до сих пор сидит, что вот мне уже почти 40 лет, и у меня все равно сидит вот это, что раз ты девушка, там девочка, женщина, у тебя должно быть типа 36-37, это типа вот эти стандарты золотые женской ноги. 36-37, 38, окей, да, а если у тебя уже ближе к 40 и больше, то все уже типа нифига ты йети, короче, лыжи, да, вот это все начинается. Лыжи, да. И мне всю жизнь было тоже стыдно. И вот за плечи, потому что девочка должна же быть миниатюрненькой, мне вот это было всегда, у меня такие широкие плечи, типа носить вот на лямках одежду, мне было так стыдно. И вот этот вопрос носа всегда и кожи. Вес, я вообще молчу про это, потому что я уже, по-моему, с 6-7 класса, у меня уже РПП, короче, глубоко засевшая, до сих пор я уже не помню в последний раз, когда я что-то ела и не думала о том, насколько это калорийно и как это повлияет на мой вес. Я по сей день уже этим страдаю и думаю, это, походу, вообще никогда, наверное, не закончится, да. И вот то, что вот недавно мне очень понравилось, как кто-то говорил, типа, вот, типа, у женщин после родов живот появляется, типа, грудь обвисает. Кто-то сказал, а что вы хотите, чтобы они боролись с законами физики? То есть очень много, да, таких стандартов, вот начиная вот с кончиков твоих волос до кончиков твоих пальцев ног, что вот все должно быть каким-то таким, чего у тебя нет. Да? Ну это вот и вот про то, что суп-набор, да, то есть ты настолько, предположим, ты подходишь к зеркалу, вот есть единое изображение, да, и мне кажется, у женщины в принципе нет возможности увидеть, да, из-за вот этих всех целиком изображений, да, то есть всегда как будто это разбитое зеркало, да, фрагментация идет. Ты реально такой, вот у тебя есть вот это, там что ты там человек, да, и это же непреодолимо. Я тоже, когда сначала у меня начинается такая манифестация, да, я вообще типа такая вау, а потом все равно Биржергебарасан, да, что-то там где-то ты увидишь, что все равно вот это как бы отзвуки вот этих старых, то, что ты думала, что ты преодолела, оно все равно как бы всплывает. Я такая, хорошо, ладно. Помнишь, Рахат, я не знаю, тебе комфортно об этом говорить или нет, но я очень хочу спросить. Одно время ты рассказывала, что ты дома все зеркала убрала. Такой эксперимент ты делала. Вот расскажи про это, если это норм. Да, но это у меня вообще большой такой эксперимент, в принципе, был. Как можно отказаться почти от всего, да? То есть я продала мебель, и в том числе у меня было 4 больших зеркала дома. Я их тоже убрала. Мне кажется, тоже я не очень хотела смотреть на себя со стороны. Было такое, что я вот подхожу к зеркалу и не узнаю, что ли, себя. То есть, на самом деле, это же все вот про оптику, про глаза, да, вот даже, я думаю, в казахском, да, и, возможно, в вашем языке тоже. Любить — это жакшы көру, да, не любить, ненавидеть, да, то есть видеть в хорошем свете, да, видеть хорошо. Либо ненавидеть, например, и в русском тоже, да, ненавидеть, это жаман көру, да. И мне кажется, это все, вот это восприятие, это именно про взгляд, про глаза. То есть мы смотрим вот на себя, там, не знаю, мужскими, еще чьими-то глазами, да? Глазами вот, там, комментирующего. И мне кажется, я думаю, так, я радикальная сама по себе, вот надо как-нибудь так действовать. Я все эти зеркала убрала.
И уже сколько, ну, 3-й год, да, у меня пошел, я живу без зеркал. Ну, то есть у меня есть ванное зеркало, где я там, это нужно уже видеть какие-то процедуры, да, например, я это вижу. А так у меня установили еще новый лифт дома, там я уже вижу, как я оделась, например. Я что-то там на себя надеваю, одежду я тоже почти все выбросила, поэтому это очень быстро там. Всё, я одеваюсь, потом И вижу. как, вот когда у тебя дома зеркал нет? Мне кажется, Уровень тревожности, вот этого самооценивания себя, как-то он понижается? я думаю, что я прямого такого эффекта не почувствовала, потому что это было вот сопряжено в целом, да, то, что у меня дома остался только этот один тощок, да, на полу и рабочий стол, и как бы все. Пещера у меня. Из-за этого, наверное, я четкости эффекта не почувствовала или не могу его пока сформулировать. Но с другой стороны, вот я, например, иду по городу, да, вот пешком, и когда есть витрина, я все равно посмотрю на себя, короче, как я выгляжу. И такая. И сразу, да, я вот чекну. там втянуть джинву. Не, этого я не делаю. Нет такого? Нет, я просто чекаю. Если мне, типа, мне не нравится, я такая, ну, понятно, короче. А если нравится, такая, ну, настроение приподнимается, и я думаю, ну, тоже я не должна себя как бы давить, да, что я должна там тотальное принятие себя, ну, уже как есть, так есть. Рахат, твой опыт не откликается, потому что у меня в моей квартире тоже не было зеркал очень долгое время. Я сознательно, ко мне приходили гости и говорили, а почему у тебя в ванной нет зеркала? А я говорю, ну мне не нужно. Мне оно не нужно, потому что у меня не было желания смотреть на себя. Я думаю, зачем мне на себя смотреть и лишний раз расстраиваться, да, видеть, какая я некрасивая, пусть у меня лучше там висит что-то другое. У меня там висела такая вот штучка, органайзер, там всякие там зубные щетки были. И потом я все-таки решила, что, ну, наверное, зеркало надо, раз все об этом говорят. И я купила себе зеркало, но его поставила в уголок. И я туда как бы подхожу, только если мне надо посмотреть, как я выгляжу в этой одежде. То есть просто идя по квартире, я не сталкиваюсь с этим зеркалом. И я не вижу в этом большой проблемы. Сейчас как-то у меня нет такого отторжения зеркал, как было раньше, когда я была уверена в своей некрасивости. Но мне совершенно спокойно и без зеркал. И еще вот Айсулу рассказывала о своем опыте вот с большими ступнями. Ты тоже рассказывала. А я бы хотела поделиться противоположным опытом. В России очень сложно найти обувь маленького размера, потому что размерная сетка делается на большинство, и азиатки, у которых часто стопы меньше, просто не могут найти себе обувь. У меня 35 размер, и практически всю мою жизнь я заходила в обувные магазины и просто спрашивала, что-нибудь есть 35 размера. И очень часто мне говорили, у нас только с 36 начинается. И я вот помню, что многие годы я ходила там в сапогах большего размера, 36 или 37. И было, конечно, неприятно. Я думаю, почему вот... Еще очень широкие были, да? Да, что почему в моей стране нет обуви для меня? И то же самое с одеждой. Размерная сетка на платье, на пальто начинается от 164, а у меня рост 158. И получается, любое платье или пальто собирается в складки на спине. И опять-таки что-то найти подходящее вообще очень сложно. И я так же, как и Айсулу, пришла к тому, что я теперь заказываю. Я заказываю на маркетплейсах, отмечаю, что мне нужен такой-то размер, и просто потом уже меряю с того, что придет. Потому что вот ходить по многим и многим магазинам и получать только вот отрицательный результат, или там не приносит обувь, и она такая, которая совершенно мне не нравится. Вообще, как масс-маркет, да, самооценку женщину уничтожает. Я очень часто в последнее время в ТикТоке вижу видео про Зару, да, с их нереалистичными вот этими размерами. То есть ты берешь, короче, L-ку, она типа по факту она S-ка, а типа написано L-ка, и ты себя просто чувствуешь такое огромное и жирное, и ты думаешь, блин, я даже в L-ку уже не влезаю, да? И то есть насколько они делают тоже такие вещи с тобой,
То есть, а потом, типа, приходится оправдываться, ну, это, наверное, маломерка, там, еще что-то. На самом деле, я же не такая большая. Ходишь из магазина в магазин, ничего себе не находишь, потому что вот это XL тебе уже трогать страшно, ты не хочешь себе признаваться в том, что ты уже больше, чем L. Вот эта страшная цифра, вот эта буква X, да? Блин, как она бьет вообще по внутреннему достоинству. Очень тоже вот прям... Для меня ходить по магазинам в последнее время какой-то тоже стало очень таким стрессовым этим экспириенсом. Я вообще перестала себе даже нормальную одежду покупать, потому что думаю, блин, я сейчас зайду, обойду все магазины, расстроюсь и уйду. Потому что начинается, типа, мне надо, чтобы вот здесь у меня руки закрывало, потом то, все, чтобы там не прилипало, чтобы как-то это... Ты такого не находишь. Если ты находишь, это для очень взрослых женщин. Да? Ты такая, я же еще не ежешка. Да. И как бы и ты где-то посередине. Ты не вот эта тоненькая, миниатюрненькая девочка, но ты как бы не... Ну, в твоем понимании, ты не ежешка, и ты ходишь... И опять же, да, это настолько тебя тоже это расстраивает. Потом приходишь, грустишь, обжираешься. Ну, вообще капитализм, он корень всех проблем сегодня на Земле. Проблема с многими вот брендами типа Zara — это еще и то, что это fast fashion бренды, которые очень большой урон наносят экологии. При этом они занимаются гринвошингом, то есть помогите мне объяснить, что такое гринвошинг. Это когда они маскируются под экологичность. Да, они как бы тебе говорят, вот, это переработанный полиэстер, ты делаешь вклад в сохранение земли, но это твой вклад и вклад 100 таких же покупательниц, как ты, он нивелируется тем количеством загрязнения, который поступает в природу от таких вот мануфактурщиков. Второй момент, они занимаются еще пинквошингом, и вообще как бы капитализм очень любит зарабатывать на женщинах. Что такое L, да, что такое M? Это очень условно. Даже вот на одном этаже будет 5 магазинов, да, в ТРЦ, и у всех будут свои размерные сетки. Это вообще большая условность. И вторая, мне кажется, еще вещь, которую я хотела бы сказать, это то, что мы, сидящие здесь, да, за столом, это не белые женщины, и что если, в принципе, да, опыт женщины глобальный, он в целом, да, связан с сексизмом, с нереальными просто стандартами красоте, вот этим вот постоянным вбиванием в наши головы мысли о том, что мы недостаточно хороши, мы недостаточно красивы, у тебя слишком маленькая нога, у тебя слишком большая нога, ты не можешь найти себе обувь и, не знаю, почувствовать себя Золушкой, потому что ты недостаточно, у тебя что-то всегда не так, это не прекращающийся процесс. Но мы, будучи не белыми женщинами, сталкиваемся с еще дополнительным прицепом вот таких вот стереотипов в отношении нас. Щеки, глаза, нос, профиль, фигуры. Что с щеками, я, кажется, не знаю. Ну, то есть, типа, круглощёкой быть — это некрасиво. Надо, у нас живот, у нас скулы, у нас щечки. Это вот это и есть комки Биша, да? Да, нескончаемая операция по удалению комков Биша, которых... Потом вот этот джолайн должна быть вот острющая. Вот так и вот так должно все идти, да, вот, то есть круглые щеки. Я, кажется, многие вещи не знаю. Прости, что ты сегодня узнаешь это придумали, это вообще трэш. Ты даже своей шеей начинаешь стесняться. А это просто генетическая вещь. Мне косметолог сказала, ты ничего не можешь с этим поделать. У тебя просто вот такая генетика. Но он говорит, можно колоть что-то туда. И это же все большая индустрия, которая продает нам это, начиная от шампуней, которые сделают твои волосы нереальными, густыми, как будто ты в парике, до, я не знаю, вот таких мелочей. И недавно вот в ТикТоке я увидела, что ну, как бы феминизм, он же тоже как бы имеет свой импакт, тем не менее мы как бы более-менее стали принимать, да, на разных уровнях свои тела, да, допустим, мы уже не удаляем волосы, да, по всему телу, там, мы как-то все-таки, да, эта работа по принятию себя, она идет, но в ТикТоке появился новый тренд, я не помню его название на английском, но это что-то типа связанное с facial harmony, то есть гармония лица, и там его суть заключается в том, что вот у женщины отдельно, да, вот опять фрагментарно, у нее могут быть отдельно глаза не очень, нос не очень, там рот не такой, да, там маленький, большой, там губы не такие, уши там как-то странно, да, себя ведут, если
отдельно каждую эту составляющую посмотреть, но что-то не то, да, вот все как бы неконвенционально, но все вместе, да, на лице это дает гармонию. И это тоже настолько нездоровая, больная фантазия, я не знаю кого, корпораций, инфлюенсеров, я не знаю, это сложно, да, найти вот это вот конечное лицо, конечную персону, вот эту вот фигуру, да, вот эту фигуру, которая стоит за всем этим, но тем не менее это какая-то новая вещь, которая заставит, мне кажется, тысячи девочек и девушек по всему миру посмотреть на себя в зеркало и начать опять разглядывать вот просто под микроскопом, что со мной не так, гармонично ли мое лицо, все вместе, да, как ансамбль, или у меня так, что-то не так, вот нос, реально азиатские носы, они такие маленькие, я очень долгое время комплексовала из-за своего маленького носа, с ним тоже, вокруг него тоже было какое-то нежелательное внимание со стороны, и я, мне кажется, смогла свой нос принять. Не мне кажется, а я реально приняла свой нос только после того, как я сделала пирсинг. У меня прокол септума, и через этот аксессуар я как-то по-другому взглянула на себя, но я подумала, это ненормальная тема. Да. Ой, у меня буквально недавно в Инстаграме кто-то спросил, а что с вашим носом? Типа, то есть сам по себе он таким не должен был быть, да? Типа, что-то с ним произошло. Типа, кто-то тебе его сломал. Ну, или что-то ты сама с ним сделала, Или какую-то что-то я процедуру сама провела. Ну, я его ломала, но он еще до этого был такой, да, по сути. Ага, знаешь, Айсулу, я хотела тебе возразить, когда ты говорила о fast fashion, как о негативном явлении. Я признаю его отрицательное влияние на окружающую среду, но тем не менее нам следует помнить, что людям, непривилегированным по признаку расы, с колониальным наследием и женщинам, сложно им покупать что-то из такой durable fashion. Они просто себе не могут позволить ничего, кроме fast fashion. И если мы будем говорить женщинам и небелым людям, что они виновны в том, что они покупают fast fashion, это значит к их багажу, к их тревогам, к их самооценке, к их дискриминации еще навалить сверху стыд за потребление fast fashion. Ну, это нет, конечно, я не пытаюсь как бы переложить ответственность на людей, которые покупают. Это естественно. Там альтернатива этому, это может быть, не знаю, секонд-хенд, где я покупаю одежду, например, себе, в том числе. Но это как бы вина здесь на корпорациях, вот я к этому. Да. А покупать в секонд-хенде для многих тоже не белых — это предмет стыда, потому что их оценивают по внешнему виду, и поэтому многие как бы небелые люди и женщины, с которыми я общаюсь, стараются максимально произвести впечатление богатых и успешных. Купить там какую-то дорогую брендовую одежду, купить там дорогой телефон, отказать себе в хорошем питании, отказать себе в лечении зубов, но вот эту внешнюю транслировать, внешний успех. А еще вот эти вот стилисты в Инстаграме, ТикТоке, типа как одеваться так, чтобы выглядеть дорого, или вот так не одевайся, это колхоз, а это стильно. Вот это еще слово колхоз они еще используют, да? Если вот так оденешься, ты колхозница, короче, вот так одевайся, ты будешь выглядеть как типа old money, вот так ты будешь вот ты будешь выглядеть дорого. То есть тот факт, что ты хочешь выглядеть дорого, как товар, да, тоже, как какой-то объект, который приходит и вот так вот оценивают, да, типа, вот она выглядит дорого. А еще вот это слово, да, она такая породистая, да? Вот мне кажется, кстати, надо делать какое-то исследование или работу про язык вот тех же продавщиц на Дурдое, да, потому что консультанты в таких, ну, как всегда говорят, вот это дорого. Да, и она вот искренне видно, что девушка, да, она прям участвует в той примерке, она говорит, ну вот это, ну и кроме того, что она хочет продать, вот иногда ты чувствуешь, что она прям, ну, хорошо что-то села, и она говорит, вот дорого смотрится девушка, богато смотрится, да, берите там. И дорого, богато. Да, и вот у них есть целый такой язык,
где они вот там, ну, ты каждый раз так ну, ничего, я обычно ничего не говорю, там, долго, да, я такой, и Рахмат, короче, хорошо. Но мне кажется, вот вокруг языка, да, вот можно что-то с этим. Да, я согласна, что язык, высказывание — это то, что формирует нашу среду, в которой мы живем, и формирует нашу самооценку. Например, в российском пространстве очень как-то считается остроумно шутить на тему «азиатский глаз». Анфиса Чехова как-то пошутила, что у нее стали бурятские глаза после неудачной косметологической процедуры. И она говорила, что я вот на себя в зеркало смотреть не могу, я была как вот женщина, избитая своим сожителем, как алкоголичка, как бурятская женщина. И это ведь не единственный случай. Потом Ангелина Радченко, директорка государственного телеканала, сказала, что она там поела рыбы соленой, а на утро проснулась как житель степей калмык. И это как-то везде, про это шутят со сцены, например, женский стендап, который вообще-то я большая поклонница женского стендапа, и там выступает комикесса Зоя Яровицына. Она как-то сказала, что у меня есть азиатские корни, и дальше перешла, что типаж ее мужа — это женщина с узкими глазами комикессы. Говорит, ну вот, на мой там день рождения я точно не приглашу Сауле, казашку комикессу. И мне показалось, как странно, в основном она проецирует образ такой интеллектуалки, современной успешной женщины, но шутки про азиатские глаза — это, видимо, какая-то вот классика юмора. Должно быть смешно. Мне не смешно. У нас тоже недавно был случай на русском радио в России, кажется, просто эта шутка пришла как бы в Казнет. И там, ну, в эфире радиовещания они шутили про то, что я точно не, я не буду пересказывать, но там суть была такая, что у людей с узкими глазами просто не хватило денег на большие глаза, когда они родились или когда их боженька сотворила, я точно не помню. И они говорили, что вот, ой, почему у казахов такие маленькие глаза, им что, типа, не хватило денег на разрез глаз побольше. И это то, что вот с чем сталкиваются азиаты в России, это вот институционализированный расизм и регулярное обесчеловечивание внешности огромного количества людей, которые вообще-то такие же граждане страны, как и вот эти вот ведущие. Они, естественно, были, я точно не знаю, но у них были как бы, я думаю, что они славянского происхождения, то есть европейские у них наверняка лица, но то, насколько это нормально, это шокирует. И это правда сложно, как бы навигировать, да, будучи женщиной. Конечно. Вот в этом всем, и при этом как-то себя не потерять и быть уверенной в себе, потому что это же вот то, о чем ты говорила, Эрджена, в начале, да, что это очень сильно влияет на то, как ты себя видишь, да, как из-за ты к этого себе относишься. Мы видим, что многие жительницы Бурятии, Калмыкии, Тувы, Якутии едут массово на операции в Корею, в Монголию, у себя в республиках тоже этот бизнес процветает. И я нисколько не осуждаю этих женщин, потому что вот сталкиваются с таким потоком негатива, хейта в сторону своей внешности. Я тоже была готова сделать эту операцию. У нас в Казахстане это тоже одна из наиболее популярных таких вот. Это же относительно не такая сложная, кажется, да, операция. Бывают еще другие операции более сложные, тоже связанные с бьюти-индустрией. И вот именно блефаропластика, она одна из самых популярных. Ее делают чуть ли не в кустарных условиях могут ее провести. Да. Это очень опасно. То есть там, потому что это же дорого. Это дорого пойти в какую-то клинику, где есть хирурги с большим опытом, которые знают, как сделать, как реабилитировать, да, пациентку. Это очень дорого. Вообще пластические операции, они дорогие. И люди научаются, да, там, как-то делать это подешевле, потому что спрос-то большой. И люди на этом как бы зарабатывают на неуверенностях женщин. Да, один пример тоже приведу. У нас, вот я
до прошлого года вела передачу, да, про женщин, и у нас как раз была тема такая вот, типа, пластическая хирургия, что она делает с нами, да, вот у нас очень становится популярной вообще сам вот вид этой, да, сама пластическая хирургия, да, и то есть в Инстаграме открываешь, у нас очень много сейчас таких стало врачей, докторов, и вот к нам приходила одна девушка, и она прям вот пришла в темных очках, она говорит, я не могу свои глаза вам показывать, говорит, это ужас. Она рассказывала, что вот опять же, до того, как они даже вот цены специально спускают, ну и, соответственно, качество предоставляемых услуг настолько ужасное. И вот особенно у нас вот есть такой большой Ошский базар в Бишкеке, да, и вокруг него, то есть там просто тысячи, да, женщин работают разных возрастов, и прям вокруг этого базара, прям чуть ли не в подвалах, в цокольных помещениях очень много таких, они это называют типа салоны красоты, косметические там эти, и там они там же сидят и делают вот эту вот блефаропластику, да, женщинам, ну, за приемлемые цены. И вот она пошла туда, и у нее в итоге очень неудачно все это вышло, и то ли заражение какое-то пошло, то ли что. Прям очень плохо было. Она говорит, я поняла, потому что я не одна такая, у нас было несколько таких женщин, и мы ходим, пытаемся с ними как-то что-то, да, выбить компенсацию, но они, оказывается, так хитро делают, что они не регистрируют себя типа как медицинское там, да, учреждение, там лицензии, ничего не берут. Это просто услуга красоты, типа это вообще по другой идет, получается, категории, чисто юридически, оказывается, они не несут ответственности даже вот в таких случаях. Они такие, ну, типа, ну, извините, значит, у вас индивидуальная, типа, непереносимость. Вот мы 1000 женщин делаем, у них все нормально, да, и то есть доходит до того, что человек чуть ли не лишается зрения, да, из-за этого. Но она все равно, даже несмотря на это, да, женщины все равно идут, мы про это читаем. У нас был трагический случай, когда женщина у нас в одной частной клинике погибла после липосакции. Да, там тоже у нее что-то пошло заражение, что-то очень плохо все закончилось. Но при этом это все равно никого не останавливает, потому что ты же всегда каждый день живешь с этим, ты ненавидишь свое отражение в зеркале, ты все равно несешь эти деньги, отдаешь и как бы рискуешь даже, грубо говоря, жизнью своей, да, даже в таких условиях делаются. И поэтому это просто наводит на мысль, насколько много в жизни женщины вот этого стыда за то, как она выглядит, что она уже идет на вот такие, да, меры, чтобы что-то сделать с собой, чтобы хотя бы от этого частично как-то избавиться. А вот я хотела, вот, Алия, ты говорила, да, об этом случае, а что вы думаете о том, что когда женщины под воздействием этих стереотипов и ожиданий соглашаются, да, сделать операцию, там, что-то исправить, нет, не исправить, а что-то изменить в себе, но при этом они также скрывают это, то есть они проходят процедуры, а затем они скрывают эти изменения и говорят, что нет, я ничего не делал. Вот как это вы думаете? Это натурально, это все мое. Да, это ведь тоже есть, это очень, да. Это вещи, которые не знают границ, они. Потому что ее потом будут стыдить за то, что она это с собой сделала. Да, вы знаете, как мужчины говорят, мы любим естественную красоту, но при этом под естественной красотой они понимают полностью эпилированное тело, губы, вот макияж нюд, тон на лице, легкие там реснички, грудь, которая никогда не обвисает. Да. И это все маркируется как естественная красота, потому что вот патриархат еще диктует, чтобы женщины не требовали много денег на поддержание своей красоты. Да, весь бюджет у тебя уходит как раз-таки на все помазать, сходить куда-нибудь. И еще ухоженность. То есть помимо этого у тебя должен быть просто идеальный маникюр, да, никаких волос ниже ресниц, да, кажется, это так говорится. У тебя должен быть педикюр, укладка, реснички и это бровки. Я вот просто минимум вообще делаю, да. При этом ты не прерываешься от репродуктивной своей функции, то есть при этом ты рожаешь непрерывно. Да. И работаешь. И обслуживаешь своих родственников, да, это просто нереально. Вот я не делаю многих вещей, да, вот этих бьюти-процедур так называемых, но тем не менее я чувствую, что у меня там. Я думаю, мне нужен крем хороший, который работает, мне обязательно нужен солнцезащитный крем. Ну ладно, солнцезащитный крем, он как бы должен еще снижать риск развития рака кожи, но тем не менее даже вот этот мой bare minimum, минимум минимумов, он тоже у меня как бы является источником тревоги, если я такая, у меня заканчивается крем, ой, а как я пойду
или там я забыла нанести этот крем солнцезащитный, я вышла на улицу. Ну, то есть это постоянная какой-то внутренний диалог, и так много энергии уходит на это все, и я думаю, как много сил я трачу на вот такую фигню, с которой, скорее всего, не сталкиваются 99% мужчин. Да, я бы хотела еще одну тему затронуть. Когда азиатки решают сделать операцию на глазах, это называется европеизация века. А когда европейки хотят сделать свои глаза похожими на азиатскими, что является суперпопулярным трендом сейчас, это не называется азиатизация века, это называется лисьи глазки. О, да. И это ведь такой тренд, и многие модели, блогерки, клеют вот так. Да, они делают так, заплетают косички вот так, чтобы оно вот утягивало, клеют полоски. Ну, некоторые решаются на операцию, но это никогда не маркируется так, что мы хотим походить больше на азиаток. Мы хотим быть похожи на лис. На лис. Ага. Только не на азиаток. Да, потому что вот это вот колониальные отношения даже в сфере красоты, да, вот не может быть такого, чтобы представительница белого класса хотела бы вот походить на представительницу не белого класса. Ой, я еще сталкивалась еще в школе, когда вот изучаем, да, историю там енисейские кыргызы, да, там они были голубоглазые, типа они были блондинами, они были высокие, и мы такие, вот какие они настоящие кыргызы. Образцы. Настоящие кыргызы, оказывается, были европеоидными. И когда в семье типа рождается, да, ребенок там с зелеными глазами или там со светлым волосом, такие, вот, настоящий енисейский кыргыз родился, типа, вот какая красавица у нас, да. Насколько вот это все мы до сих пор, да, не можем принять то, что мы вот такие. И мы такие, ну как-то вот 10 веков назад, когда мы там жили, мы были вот такие, вот это мы, вот кыргызы мы вот такие, а вот это не мы, не настоящие. Говорят, монголы испортили. Монголы. У нас тоже самое вот есть. Испортили. Чингисхан, да? Да, Чингисхан Гелиб там типа затоптал всех, короче, Ананошин, мы все вот так вот испортили нам вот эту нашу красоту, типа первоначальную. Да, европейскость нашу испортили. Но это вечное ощущение себя как второго сорта, да, по отношению к европейцам. И это тоже, да, вот про собственное достоинство, да, про то, что, типа, тебя достаточно. Но хотя это ведь тоже красиво, то есть красота, она же не обязательно должна подчинена быть стандартам, вот, да, это отсутствие меланина, это красиво, но по сути... Ну, светлая кожа, да, меланин — это пигмент, который окрашивает дает тон кожи, волосам, радужке, да, глаза. Это всего лишь как бы биология. И в целом у нас тоже есть вот этот вот микрорасизм, если в семье кто-то более смуглые рождаются дети, более светлые рождаются дети. Ну, это, наверное, колоризм. Это называется, да, колоризм, от слова color — цвет. У нас в Казахстане это тоже очень живо. К сожалению, я и в своей семье... У нас говорят этот каракыз, черная девочка. Да, да, сарыкыз, да. У нас и в моей семье тоже есть эти стереотипы. Но я, насколько могу, я пытаюсь как бы с этим что-то делать. Но это очень укоренено вот в нашем сознании. И, естественно, вот поп-культура, она никак не способствует тому, чтобы мы себя приняли. И мне кажется, вот и центральноазиатских лиц в медиа мало, в рекламе все равно мало. Вот рекламу покупают часто уже готовую, да, на рынке. И даже было время, когда по телевизору не видно даже своих людей в рекламе. Но это, к сожалению, для России актуально и по сей день, даже в регионах, где куда эта реклама таргетируется. Да, у нас тоже, допустим, эталонами красивых кыргызских женщин, да, сейчас там конкурсы красоты или там вот наши звезды, певцы, блогеры, это считаются женщины с широкими глазами, с большой белой кожей, веки, светлые обязательно, у нее там волосы прям вот просто, да, развиваются на ветру, такой конский хвост, да, такой мощный. Они такие утонченные, нежные, худенькие. У них голос такой, да, тихий. У них нет вот этого, да, как у меня, например, голоса. То есть даже вот сейчас мы, когда ищем, да, в этом медиапространстве кого-то похожего на нас, мы их не находим, потому что, опять же, возносится максимально та женщина, которая максимально не похожа на среднестатистическую обычную девушку.
девушку, да, или женщину. Но это фантазия. Это вот, Это скорее фантазия, всего, да. это фантазия, которую нужно очень много ресурсов, чтобы поддерживать. И, кстати, Эрджан, хотела спросить, я где-то, не помню, вычитала такую вещь, что вот у кого-то, вот у какой-то группы азиатов, наоборот, большие глаза — это плохо, потому что в них может попасть демон. Ты не слышала про такое? Да, я тоже слышала такого. Я не уверена, что это как бы реально историческая вещь. Может быть, Ну, это фольклорное что-то да, такое. вполне возможно, что это вот современное какое-то народное творчество. Думаешь, это может современное, да, быть? Я не знаю, я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить, но может быть, это такая попытка вот как-то оправдаться. Но мы же не должны оправдываться за свою внешность. Ну вот я это к тому, что это, по сути, то, как мы себя воспринимаем, это следствие того, какие нарративы доминируют. Абсолютно. И сейчас мы живем в очень западноцентричном мире, где, ну, как бы другие лица, другие вообще. Либо вещи. твоя азиатскость гиперэкзотизируется. Вот, кстати, да. Вот с экзотикой вообще прикольно, потому что, ну, во-первых, у меня, да, я не знаю, ну, у нас с тобой был телевизионный, да, опыт работы, и вот когда я была телеведущей, в общем, у меня были короткие волосы. Сначала пикси, потом, когда я ушла, я, в принципе, ходила лысая, да, и вот, ну, все время просто убирала, волос почти не было. И я поняла, что, ну, конечно, на тебя постоянно реагируют. Ну, я же знаю, да, что так будет, ну окей. Но там очень интересная реакция, да, сначала, например, я про то, что всегда, конечно, волосы тебе тоже, да, не принадлежат. И мужские волосы, конечно, очень сильно общество регулирует, но женские, в общем, идет действительно экзотизация. С одной стороны, кто-то думает, что у тебя там проблемы, что у тебя там онкология, да, а некоторые думают, что, например, ты начинаешь выглядеть, да, ты начинаешь выглядеть, ну, типа, хорошо в постели. Лысые девушки наверняка хороши в постели. Какой интересный стереотип. Экзотизация всегда сопровождается сексуализацией. Сексуализацией. Вот у меня, например, была передача с уклоном такой интеллектуальной, да, и я помню, что там, да, писали, но все равно вот такие комментарии. Ну, такая ведущая. Типа кажется, что ты с короткими волосами, да, почему я всегда носила такое черное, что-то все отличалось, и ты думаешь, ну вот ты делаешь такой заход, да, альтернативу показываешь. Это не было как бы сознательно, это только сопутствующее. Но там на самом деле, когда ты думаешь, что ты, ну так бывает, да, что ты думаешь, что ты вот так, а на самом деле они и там находят. Они там тебя, да, экзотизируют, да, да. То есть вот азиаточка там, какая там. Вот эта якутяночка моя, да? Да, какая азиаточка, какая короткие волосы, что-то интересное, какой-то фрукт. Да. Я еще знаю, что женщины с короткими стрижками сталкиваются с хейтом, потому что люди их принимают за лесбиянок, и как вот ненависть к лесбиянкам им поступают угрозы. Да. И много верований там, что ты отрезаешь свою мудрость, там, свою память, и вот, ну как это, про котов, да, есть верование, что ты не родишь с котом, если будешь жить. То же самое про волосы. Я несколько раз заходила, мне нужно было срочно, я потела в барберы, и вот мне стало даже жалко, там такой парень, ну, обычный, и он говорит, и че, меня голым барбать, но у меня типа руки не подымутся даже вас побрить. Я говорю, можете освежить? Он говорит, пожалуйста, сходите, ну, женский сходите, пожалуйста. Офигеть. То есть это даже превалирует над желанием заработать, да. Ну, хотя там небольшие, конечно, деньги, но я прям помню его вот это искреннее состояние, он прям уже меня умоляет, говорит, я, вот есть такая сакрализация, аялдың көркі, вот говорят, да, қыздың көркі, это қыздың чачи, там, типа вот это чачи, и это так очень сильно живет на самом деле, и я, не то чтобы я понимаю, но иногда, когда ты хочешь вот как бы сделать такое освобождение, да, или его транслируешь, иногда мне не стыдно, но я тоже думаю, людям очень некомфортно. Ну, я имею в виду те, кто более консервативны, им очень некомфортно. Но это для них вызов, то есть они понимают, что так, вот конкретно эта женщина, ну, мы сейчас говорим о женщинах, бросает нам вызов.
То есть надо с ней что-то делать, надо реагировать. Я раньше, когда шла по улице, как бы я ни выглядела, я раньше думала, что если я буду симпатичной, вот идешь по улице, там стоит, например, толпа от мужчин, да, от 3 и выше, и всегда ты идешь, и ты чувствуешь, что у них, например, идет разговор. Как только ты равняешься с ними, они остановят разговор, проводят тебя сальными взглядами или какими-то такими взглядами, и только потом. И ты всегда должна делать вид, как будто ты этого не видишь, вот просто, да, нужно пройти, там, сохраняя достоинство, не вот так побежав, как-то надо пройти. Но когда я была лысая, я помню, что у них уже вместо сального взгляда такой ужас на лице появлялся. Они такие, типа, что это? И мне кажется, я в этом тоже получала некое, знаешь, удовольствие от того, что Да. ты перестаешь участвовать в этих рынках, да, выпадаешь. Я бы хотела поделиться вот своим опытом экзотизации азиатской внешности. Мне вот в путешествиях мужчины не раз предлагали заняться сексом с ними, аргументируя это тем, что у них никогда не было с азиаткой. И это такая странная логика. Кажется, что я настолько должна проникнуться к ним сочувствием, и что... Поучаствовать. Да, поучаствовать в их фантазии, да. Реализовать их мечту, но это настолько тупой подкат. Я не знаю, как это в мозгах у них работает. Они скажут, что у них не было азиатки, и я такая: о, я буду твоей первой. Будешь потом хвастаться своим корешам. Это ужасно. Я даже не могу представить, да, как это, что должно в голове происходить, чтобы это озвучить. Да, считать, что это нормально вообще да, вслух произносить. Не, у меня тоже такое есть, но мне кажется, я бы не стала говорить. Типа я иногда думаю, у меня не было там секса, например, с белым, да. Наверное, это было бы интересно. У меня есть такое, да, но я не буду, конечно, наверное, так прямо говорить. Да, подходить к мужчинам. Да, я не представляю такой ситуации, да, чтобы мне кажется, еще позволить себе в сторону более привилегированной группы это все равно другой окрас у таких как бы даже мыслей. То есть, да, там, типа, у меня никогда не было белого мужчины. Это не так, мне кажется. Ну, я про всех так думаю. Потому что когда белый это делает с азиаткой, это все равно разговор вот власти, Еще доминирование. Да? Типа азиатки сабмиссив, покорные, есть, оказывается, такой стереотип. Да, конечно. Ну, и это не только стереотип, ведь многие европейские, американские мужчины заказывают себе азиатских женщин по каталогу из бедных азиатских стран, и эти женщины считают это за большую удачу приехать и жить вот в стране, получить грин-карту или там европейский вид на жительство. И это настолько распространено, что в английском языке даже есть какие-то названия такие сленговые для таких женщин. И я знаю, что в Америке даже в миграционном законе есть такое исключение, что если жена уходит от мужа по причине абьюза с его стороны, то она не теряет права на получение вида на жительство. И я, когда об этом думаю, мне приходит в голову: боже мой, сколько должно быть таких случаев, чтобы это отразилось в законодательном изменении. Насколько массовыми, обращений. Да. А вот это вот про отбеливание, да? Вы в детстве, наверное, все тоже выросли с женщинами, с мамами, тетями, которые всегда сидят со сметаной на лице. Или огурец мажут, там чистишь огурец, делаешь салат, и они берут сразу кажуру, булагартат, будем все белые. Там, и тебе говорят: давай там огурцом свое лицо, там протри, белое будешь. У нас более-менее как бы все одного тона в семье, и это, относительно для нас не было приоритетом, скажем так, отбелить свою кожу, но мы, конечно, старались аккуратно загорать, не сгорать, не как бы еще казахи говорят шоиндай кара, как-то я сейчас могу ошибиться, но мы старались не загорать, не перепроводить время на солнце, чтобы все-таки как-то свою относительную белизну сохранять и поддерживать. Вот. Но я думаю, еще у казахов, и вообще у, наверное, наших людей в регионе это еще как бы ассоциация такая, что если кожа беленькая,
и не огрубевшая, значит, не работает, значит, это... Типа из обеспеченного Да, слоя. да, то есть не надо как бы работать тяжелым полях, физическим трудом, заниматься еще что-то. Но это как бы мы же не в феодальное время живем, это уже не так должно быть для нас актуально, но тем не менее мы прям старались аккуратненько так. Это вот оттуда еще пришло, типа аристократы, они белые. Аксёк, вот даже... Аксёк слово даже, да, вот у Да, нас. аксёк. Аристократ по-крылски будет аксёк, то есть это белая кость. У казахов тоже, да. Но я бы отметила, что у нас, в принципе, я так считаю, это мое мнение, что такой сильной дихотомии черное-белое в казахской культуре нет, потому что у нас само слово «кара», оно ассоциируется как бы с землей. И, допустим, есть ак-сүйек, кара-сүйек, и ак-сүйек — это просто знать, а кара-сүйек — это просто люди, которые не являются выходцами из знатных там семей. Но это не значит, что они какие-то плохие, грязные и так далее. И то же самое есть как бы кара-шанрак. Возможно, у кыргызов тоже что-то подобное есть. И кара-шанрак — это не какой-то там, да, лачуга или что-то. Это просто родительский дом, в котором там человек, персона родилась, выросла. Вот. Но это тоже какая-то такая вещь, где вот потом вот эта вот демонизация темных тонов, да, темного цвета, да, она как-то стала проникать вот именно через вот этот вот пигмент кожи. Хотя изначально как бы не было вот такой демонизации черного. Да, вот у меня недавно знакомая рассказывала, что у нее такой тоже комплекс был, карагыз тыпчи. Может быть, я с этим не сталкивалась, у меня как бы нету такой чувствительности. Я говорю, ну у нас же вот кара — это вообще цвет власти, цвет ханов, да, вот карахан, караханиды, кара деген негизи, это не только, например, цвет траура, он синий, по-моему, гök, да, да, ну я про некую такую, да, подкладку, а кара это не всегда плохо. И она говорит, да, я говорю, да, но я просто не знаю, что закладывали люди, которые там говорили карагыз. Просто мне кажется, это, например, если ты, это не всегда такое оскорбление может быть, я так просто тон примерно представляю, просто карагыз деп эмет койгондо имеют какой-то там, например, у бабушки в Аиле живешь, они не имеют в виду вот то, что имеется в виду, например, орсча, да? Вот у моей сестры, я хочу ее пример рассказать, у меня родная сестра есть на 4 года старше, и мы все в детстве очень сильно отличались прям цветом кожи. Я была прям бледная, прям сильно белая, она была смуглая, прям она смугленькая родилась, и всегда вот нас вот так вот противоставляли, да, типа Алия у нас беленькая, типа беляночка наша, типа это, а Регина у нас смуглая. Вот Да, вот, у нас смуглая. тоже так делают. И у меня сестра по жизни просто дралась со всеми, потому что вот начиная с садика, школа, она один раз соседскую девочку за волос оттаскала, потому что она ее назвала на букву «Н», да? То есть вот это вот ты черная, ты там и черножопая, короче, вот всякое она выслушивала постоянно, но благо у нее вот эта физическая сила, и она такая, чё, иди сюда, короче. И она просто со всеми дралась, чтобы они после этого ее так не называли. Но это же говорит о том, что насколько это сильно ее ранило, что она вот шла на вот такой вот физический, как сказать, акт с людьми. Это унижение, это исключение из какой-то группы. Да, и вот она до сих пор сейчас вспоминает свое детство, говорит, и сколько раз я это слышала, и это меня так триггерило постоянно. И вот у меня брат тоже один раз, его забрали в хор, у нас был один такой знаменитый, чуть ли не там национального масштаба хор, и его руководительница его заприметила, и говорит, ой, какой симпатичный мальчик, хорошо поет, давайте его к нам. Он на самом деле очень хорошо поет, но там в хоре, оказывается, ему тоже начали говорить вот слово на букву «Н». Типа. И он перестал туда ходить, и просто такой, все, я туда не пойду, меня вот так вот называют. То есть у нас вот это всегда присутствовало. И же в школе, даже когда вот в классе клички даешь, да, самый смуглый, всегда вот именно вот такие, очень такие дискриминирующие, унизительные такие клички получали. И для нас это как бы типа была нормой, мы все ржали, угорали. Но сейчас вот сестра рассказывает, да, и я такая думаю, это на самом деле люди не задумываются, и родители тоже своим детям же не говорят, типа, это нормально быть смуглым, да? И насколько это на ней, например, это очень сильно отразилось. Это же да? буллинг. И она тоже всегда говорила, я всегда стеснялась своей вот смуглой кожи, я всегда вот одевала, я всегда вот боялась загореть еще больше. Я вот на солнце выхожу, мне казалось, что я сразу почернела, да? И вот постоянно вот это вот, еще и когда я рядом сижу,
и все родственники там приходят, ой, какая Алия беленькая, какая красотка, какие у нее глазки, типа, көзі бақырайған, а Регина, типа, и смугленькая, и көзі бақырайған емес, короче, да, то есть не это. И вот это на контрасте всегда вот так было, и мне всегда было тоже некомфортно вот такое про себя слышать. Думаю, как это ужасно, вот так вот через меня заходят, и мою сестру вот так вот унижают, да, и ты начинаешь стыдиться уже того, что ты так выглядишь, потому что через тебя твоему близкому человеку делают как бы больно, да. То есть у нас вот такое было в семье. Вот это недопуск разнообразия, то есть есть только один вот вариант. Бежевый, да? Ну, очень бежевый, да, вот это бежевый, одобряемый, ну, условно. И вот все, а қалған бар ты не попадешь, нереально, да. Да. Насколько действительно у нас, у наших народов, очень, оказывается, очень узкий, да, вот этот вот как список того, какой женщина может выглядеть, как она может выглядеть. То есть волосы не должны быть... Даже когда у нее очень длинный волос, ее тоже за это шеймят. Слишком длинные волосы, там, типа, джерш, ты что за хрень, да? Слишком короткие волосы, там, слишком обесвеченные, слишком черные, они тебя старят, типа, сделай что-нибудь посветлее. Посветлее сделаешь, нет, что ты как это, типа, русская тетя стала, давай теперь в другой цвет красься, да? То брови у тебя слишком тонкие, то слишком широкие. То есть это вот всегда, да, именно вот у кыргызов я часто замечаю, да, то есть как только кто-то становится более-менее узнаваемым, ты читаешь, особенно вот в политике женщин, да, у нас как они проходятся, и там вот, и ты не можешь понять, какой вообще себе идеал женщины они представляют, чтобы ты как-то вот попала туда. Вот да. У нас чемпионка, я не знаю, она чемпионка мира Айсула Тыныбекова, которая греко-римской борьбой занимается. Да, и на Олимпийские игры ездила. Ну, в общем, курёж, да. Она супер такой национальная героиня. И вот у нее как бы она выглядит, я не знаю, как это правильно сказать. У нее короткие волосы, она не красится, да, и плюс у нее как бы такое атлетическое тело. Это, знаешь, называется гендерно некомфортные женщины. Вот, да. ГНК. Гендерно некомфортно выглядит. Да, но она прям очень, да, как бы далека от такой нормы. И когда она довольно там была, у нее был пик популярности, когда она на Олимпийские, по-моему, игры съездила, или что-то там такое вот случилось, и потом она запускает фотосессию, где она как бы в костюме женщины, ну как бы у нее красивые длинные платья, да. И я помню, что я написала критику, потому что была бурная реакция в социальных сетях, очень поддерживающая, да, вот наконец-то, ну вот ты там не было такого, что, ну да, она молодец, но вот наконец-то она проявила женщину, ну, как бы вот женственно выглядит. Да, вот все-таки она как бы безденгыз, ну имеется в виду уже не в плане заслуг, да, а вот, ну вот ты это показала, ты уже молодец. И когда я написала вот критику, возможно, я как-то так не прямо высказалась, но мне начали говорить, ну вот почему вы контролируете, ей же хочется, например, носить платье, да, она же захотела, там видно, что она довольна, почему ей нельзя там краситься, там как-то вот это наряды надеть. Я говорю, так я писала же не про Айсулу, а про реакцию общества, да, потому что вот все, что мы, мне кажется, сегодня обсуждали, это же не какие-то конкретные там злодеи существуют, да, это такие вот представления, и это может транслировать просто, знаете, как этот агент Смит, да, который может проявиться в каждом неожиданно, и просто это могут быть вот то, что называется образованные, прогрессивные, ну что-то там просто на почву сядет какой-то комментарий, да, и поэтому, мне кажется, иногда кажется, что такая гидра. Вот эта фантазия, да, сделать из пацанки женственную девушку, вот она была воплощена. Да, все-таки вот она хочет, значит, выйти замуж, все-таки вот у нее всегда же задают еще вопрос, но все-таки же. Что же женщина, не забываешь же об этом, да? Да. Ну что ж, у нас уже время наше чуть-чуть уже, да, поджимает. Давайте сейчас подытожим наш такой разговор. Была, да, такая мысль, давайте все-таки на таком позитиве. На позитиве. Empowering нота. Да. Эми позитивный нотамен витрёли, мы же обязаны всех радовать. Радовать глаз. Да. Но меня радует, что женщины становятся все более осознанными, что они понимают, что это общество загоняет их в такие узкие рамки. И, по крайней мере, из того, что я вижу в России, что
феминизм становится более популярным, хотя, может быть, женщины не хотят называть себя феминистками из-за демонизации феминизмом, но они придерживаются этих идеалов. Например, в России сейчас уже достаточно редко встретить женщин на каблуках, просто в повседневной жизни, или с таким тяжелым макияжем, как это было еще 15 лет назад. И азиатские девушки тоже придерживаются этих трендов. И мне кажется, вот молодое поколение азиатских девушек чувствует себя намного более уверенным, чем я в их возрасте. И меня это просто бесконечно радует. Да, я абсолютно согласна с тем, что то, как мы сейчас живем и как мы сейчас себя ощущаем, здесь в этом гораздо больше свободы, чем это было даже в нашем, в нашем подростковом возрасте. О том, через что проходили наши мамы, например, тоже мы даже не можем представить, потому что тогда еще меньше было какой-то свободы и телесной автономности для женщин. И я тоже очень позитивно смотрю, хотя, конечно, сейчас глобально такие вот патриархальные силы активизируются тоже. Да, если мы говорим о телесной автономии, мы сейчас обсуждаем вопросы внешности, и то, как мы воспринимаем себя вот в этом довольно требовательном обществе, но, допустим, есть вообще, конечно, примеры, где аборты запрещают, потому что это нормально, когда система чувствует угрозу в свой адрес. Естественно, система тоже она реагирует, она мобилизует какие-то контрсилы. Но тем не менее, я очень рада, что мы можем вот так вот, подруга с подругой находиться в одном пространстве, говорить об этом, делиться своим опытом и находить в этом какое-то терапевтическое утешение. И я уверена, что у следующих поколений девушек, даже не тех, которые только родились, а вот те, кто нас младше, на 5, на 10 лет, мне очень хочется, чтобы они еще свободнее были. И они были не просто свободны, чтобы их свобода была защищена. И это меня очень вдохновляет. И я уверена, что женщины, мы себе это пространство заберем и не будем его никому отдавать. И мы будем выглядеть так, как мы хотим, как мы чувствуем. Это платье, например, или это шорты и сланцы. То есть это не должно быть чем-то, что определяет женщину как ценность, как личность. Я тоже, конечно, только недавно стала понимать, что я пользуюсь плодами чего-то пути, не всегда понятно, кого именно, но это впереди идущие женщины, начиная от мамы, при том, что он конечно же, отрицает какие-то такие вещи, бабушки, наверное, еще куча по миру, скорее всего, будет правильно сказать, женщин, и современниц тоже. И ты понимаешь, что и за тобой кто-то может быть по твоим следам, ты на кого-то без прямого желания влияешь чем-нибудь. Вот это, мне кажется, очень какой-то классный левел, когда, возможно, у тебя даже нет прямого посыла поменять и на кого-то повлиять, ты просто сама с собой разбираешься, разбираешься в смысле, в хорошем как-то ключе, начинаешь и любить себя, и вдруг оказывается, что и другим это заразительно. Я тоже вот этот принцип заразности, он меня теплит, и если так говорить, да, действительно, мне кажется, намного легче, намного уже это уверенно себя чувствуешь. Даже 5 лет назад я что-то говорила, я чувствовала такую агрессию, а сейчас я знаю, что очень много рядом идущих женщин, девочек, и опашек даже, разных вещей. Вообще, конечно, я такая думаю, ой, джахши, все хорошо. И мне кажется, еще это сопряжено про продажу, продажа не только внешности, но и молодости. Это такая, другая тема, но здесь у меня нет уже связки, просто я хотела про молодость упомянуть, что это тоже есть. Это тоже против женщин. Работающая очень большая вредоносная система. Например, меня очень радует, что сейчас в тех же соцмедиа я в последние годы начала наблюдать эту разность. Разных женщин я стала видеть. Раньше же мы журналы листали, и там были одинаковые женщины. Телевизор смотрели, там были все эти женщины, выглаженные, и ты себя не находила. А сейчас мне нравится, что я могу открыть ТикТок, и там есть женщина моих размеров, и она показывает, как она одевается, а где она что находит. То есть
ты сейчас можешь искать и находить такую же, да, вот, да, ты находишь человека, в котором ты видишь себя, и ты понимаешь, что ты не одна, типа с таким носом, с такими ногами и так далее, да, и это очень классно, и я очень сильно за то, чтобы девочки, женщины всегда выходили и как бы говорили, ну, как бы вообще стояли за свою вот это вот «мы разные». Мы разные, это классно, и мы не обязаны быть похожими. И в этом вот вся наша фишка в том, что мы такие разные, и это так делает этот мир намного прекраснее, да, что вот такое классное разнообразие людей. И очень хочется, чтобы таких девочек, женщин было больше, и чтобы вот подрастающие девочки, особенно в подростковом возрасте, сейчас у моих подруг, сейчас как раз дочери, да, подрастают, такой возраст, и я вижу, что они уже начинают очень сильно загоняться, у них вот прям очень сильный стресс по поводу своей внешности, те же самые вопросы, которые были у нас, вес, кожа, да, вот акне, вот все вот это вот идет, повторяется, и мне хотелось бы, чтобы они тоже вот открывали телефон и находили вот женщин, которые в комфорте с собой, да, вот, и они говорят, вот и вот. Не надо слишком стараться, пытаться. Ты классная такая, какая ты есть, да, кайфуй от себя. Вот хотелось бы, чтобы тоже чуть-чуть еще не в темную вставочку сделаю про вот эти инстаграмные маски, которые расширяют твои глаза, сужают твое лицо, подбородок острым делают, носик аккуратным делают, да? Чтобы такие вещи тоже не имели такую силу над женщинами, да? Чтобы у тебя не было вот этой потребности выходить в эфир только с этой маской, чтобы люди тебя только такой видели, почаще вот смотреть на себя. И еще за вот эту вот селфи-терапию, когда ты просто снимаешь себя как есть и выкладываешь, это очень сильно помогает. Я иногда специально себя вот как есть, без макияжа, со своими там прыщами снимаю, выкладываю, даже вот этот Пэрис-фильтр не делаю в Инстаграме, да, такая вот, это в первую очередь как бы я для себя самой такую вот, это, да, делаю такую терапию, говорю, вот, и чем чаще ты на это смотришь, тем больше тебе это начинает казаться нормальным. Вот давайте на этом уже подытожим. Спасибо вам большое, классная была дискуссия. С вами был подкаст «Одеколон». Ну и мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Всем пока.